Всем привет! В кадре мама 4 Симона. И в этом видео я вам покажу английский роддом, в котором я рожала. Все как было, без прикрас. Поехали! Итак, добро пожаловать в наши хоромы. Это обычная палата в послеродовом отделении. 3 человека с одной стороны и 3 с другой. Личное пространство мы получаем благодаря вот такой вот синей шторке. Но мне повезло больше, чем другим. Поскольку у меня двойня, мне досталось сразу 2 места. Сейчас поясню. У нас 2 места заняты, да, здесь по идее одна и вторая кровать, то есть здесь место для другой мамы. Но поскольку у нас двойняшки, вот какая-то привилегия, видите, и окно досталось, и двойное место, поэтому я тут, так сказать, в делюксе. Окно я не просто так упоминаю. Тот, кому досталось место у окна, тому и весь дневной свет достался. После первых родов мне не повезло, и я провела почти неделю в темноте в этих синих шторках. Чуть с ума не сошла. Ну да ладно, зато в этот раз повезло. Вот такие вот 2 пирожочки у меня получились, и сейчас я покажу, чем я с ними здесь занималась. Детки спят. Через 20 минут у нас новый заход. Меняние памперсов, поесть и снова поспать. Мамина рутина. А это мы заходим в такую комнатку, где можно все стерилизовать и помыть. Вот, это, кстати, самое лучшее, что мне встречалось, молокоотсос. Если кто еще не пробовал силиконовую, попробуйте. Тут уголок для кормления грудью. Тут есть все необходимое. Постельное белье для детей, шапочки, грудь, если кому-то нужна. 3 размер. Смотрите, прикольно, что даже можно носочки эти компрессионные, чтобы с ногами все в порядке было. Памперс маленькие у нас закончились, надо брать. Да, личики спят. Тогда у нас кряхтит чего-то. Так, у нас пару минут осталось до кормежки. Тут также есть станция для заварить себе кофе или чаек. Чай, говорю. Пока образовался перерыв на чай, расскажу, почему я застряла в больнице почти на 2 недели, хотя обычно здесь выписывают уже на следующий день. Поскольку у меня близняшки, они родились раньше срока, и за ними нужен был особый присмотр. Ко мне каждый день приходили специалисты по детскому питанию, помогали наладить весь процесс. На груди из бутылочки они уставали, поэтому приходилось их докармливать через трубку. Меня специалисты учили, как кормить их через эти трубочки, потому что нам предстояло ехать домой с ними. Когда врачи убедились в том, что я прошла успешно обучение, тогда, собственно говоря, нас и выписали. Из желудка. Так, особенно впечатлительно не смотреть. Достаем немножко жидкости. Вкусняшка. Вот так мы и питались в течение месяца. А что касается моего питания в больнице, то я считаю, это был уровень Мишелин. Можно было выбрать все, что ты хочешь из меню, и это все, конечно, бесплатно. Вот зацените, например, мой завтрак. Вот это мой обычный завтрак. Овсянка, мед, йогурт, кофе, и сейчас еще принесут какой-нибудь фруктик. Ну ладно, согласна, завтрак обычный, но зато смотрите, какой обед. Как в итальянских ресторанчиках, вуаля. Простите, лосось у нас немножко погрызанный, потому что я забыла снять раньше. Я уже попробовала, и видите, супчик тоже закончила, тоже был вкусный. И мороженое у меня подтаяло, так что я так придумала, сейчас буду пить кофе галисе, добавлю туда вот эту вот жижу из мороженого. Ну, в общем, очень вкусно. На самом деле, с едой тут вообще без проблем. А это у нас ужин. Супчик томатный. Здесь курица с овощами. Так, вроде ничего, все выглядит. Это чуть-чуть даже как отпуск. По крайней мере, я отдыхаю от рутины готовить, стирать и со старшими детьми заниматься. Это тоже очень много времени и энергии занимает. А теперь пару слов о грудном вскармливании. Здесь в целом пропагандируют все натуральное, в том числе питание. И если у тебя не получается кормить грудью, то они всячески будут помогать тебе. Если ты сразу достаешь бутылочку со смесью, они настоятельно будут советовать не делать этого и объяснят и покажут, как наладить все-таки грудное вскармливание. Но я их прикладывала к груди уже с первого дня, и у меня с этим не было проблем, потому что, все-таки опыт, уже 2 детей, да. Вот смотрите, сколько колострума я доставала в первые же дни. И поверьте мне, я не Памела Андерсон. Я сделаю об этом отдельное видео, кому это интересно. В своем первом опыте материнства, к сожалению, о многих вещах я не знала. И даже во втором я прошла через такой ад и ужас, что мне еще поделиться. Об этом в другом видео. Доброе утро. У нас очередной день, 8-й день в больнице. Нас по-прежнему не выписывают, потому что у ребеночка нашего упала температура сегодня с утра до 36,2. Ее нужно было поместить вот в эту специальную кроватку под лампы. Сейчас она вроде вернулась, температура 36,6. Будем надеяться, так оно и будет сохраняться. А у нас, видите, все заполняется красивым солнечным светом. Время 6:30, что ли, утра. Thank you.
А сейчас малышки под особым присмотром. Здесь где меня трубки и все такое. У меня тут особенно удобное кресло для кормления. Вот мы снова на подогреве, потому что все еще не держим температуру. Зато Стефи уже держит температуру, так что идем на поправку. А сейчас вам покажу, как могут оставаться здесь мужья. У них отдельной кровати нет, и если они прикладываются в твою кровать, то они ругаются. А спят они... В общем, всю ночь можно провести вот на таком вот стуле. Папе не повезет, потому что негде вытянуть ноги. У нас тут, поскольку двойное место, поэтому вот там стул раздвигается, ноги, но все равно это стул. Как я уже рассказала, мужья могут оставаться столько, сколько их душе угодно, но на практике столько ночей, сколько выдержит их спина. А что касается других посетителей, они могут приходить, но в специально выведенные для того часы, это 2 часа с утра и 2 часа вечером. Могут прийти друзья, родственники, кто угодно. Ну а что касается детей, то дети могут приходить только если они ваши, то есть старшие братья и сестры новорожденных. На этих кадрах, кстати, мои старшие дочки впервые встречают своих новорожденных сестричек. Надеюсь, мне удалось показать английский роддом изнутри, но если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях, я обязательно постараюсь на них ответить. В итоге в роддоме я пробыла где-то 11 или 12 дней, 2 недели почти. Да, это было долгое время, но впечатление осталось, в общем-то, позитивное. В целом мне этот опыт и родов, и пребывания в целом понравился, несмотря на все, ну так сказать, небольшие осложнения. А поподробнее о том, как именно прошли роды двойняшек, и о том, как прошли роды предыдущие, и что было хорошо, что было плохо, я попробовала практически все возможные виды родов. Этим опытом я с вами тоже обязательно поделюсь в одном из своих новых видео. Так невозможно тут работать. Кто-то упал. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите еще увидеть много всего интересного. На-на-на-на-на. До новых встреч!